Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте, с вами Сварог. И сейчас у нас будет прохождение второй фазы кошмарного разлома с новыми картами под кодовым названием Алая Звезда. Здесь у нас будут крипы из нормальной кампании 9 ее этапа. Что стоит помнить? Крипы очень неплохо иммунны к физурону. Именно большие, здоровые, поэтому их нужно убивать магией. Но большие здоровяки очень сильно бьют физикой по нашим персам. Плюс у них небольшой увеличенный ранг атаки в несколько клеток вперед. Поэтому не ставьте друг за другом наших героев именно на полу, которые танкуют этих вот здоровяков. Ну и поехали. Первый бой, он трудный самый, поэтому пришлось слегка попотеть. Первым ставится Хардс, также можно ставить Регулуса, то есть любого танка. Регулус или Барон лучше, потому что они имеют в случае чего еще и неуяз, когда у них хпшка падает, потому что эти вот огромные жирненькие товарищи очень сильно, очень больно бьют. Ставлю Филина, потому что у него неплохой соло-таргет идет. Потом эти вот гопники, они очень прекрасно лечат наших врагов, танков, поэтому их нужно убивать. Ставлю Хасу, которая просто успешно это все дело разматывает. Здесь Хардс пока успешно справляется с танкованием, потому что эти ребята просто не вносят так много урона, как эти вот с булавой. Здесь я подставляю хила, чтобы она цепляла эти клеточки, потому что сюда у нас будет падать мерзость. Мерзость будет в соло танчить выходящих отсюда волшебников, которые вносят очень даже неплохой урон. Ну и в принципе все. Таким макаром мы и остаемся здесь. Мерзость срабатывает неуяз, но дальше будет проще, потому что он уже успеет нагнать свою ульту. Здесь поставляю Хекса, потому что у него маг урон, за счет чего он неплохо разваливает этих вот жирненьких товарищей. И главное просто, чтобы наш танк выжил. Вот здесь я успел ультануть, он повесил на себя щит, и его не пробили так сильно, как это могло бы быть. Если на вашем герое, на вашем тяже висит щит, то урон будет нелетальный в большей своей части случаев. Если щита нету, то они мне иногда даже шотали Хардса. Ну и все, вот так вот мы и стоим и ждем. Выходят лечилки, лечилок мы очень быстро убиваем, помогает и Хекс, и Хасу. Ребята вдвоем неплохо справляются, и потом уже потихонечку, помаленечку, как только у нас Жиробас получает урон, он ускоряется, он начинает быстрее гулять. Но под ультой Хекса, даже без ульты Филина, с его чистым уроном, очень даже неплохо прилетает по всем. Поэтому просто таким макаром мы сейчас и добиваем все это дело. Здесь у меня есть Мориган, но Мориган на самом деле можно заменить на любого другого перса. Можно взять еще одного соло-волшебника, который будет неплохо накидывать типа того же Хаммета. Либо взять еще одного милишника сюда, например, поставить за мерзостью, или поставить танка и за ним мерзость там, или другого, любого дальника. Но стоит помнить о том, что волшебники все-таки неплохо накидывают, и микростаны от мерзости очень даже хорошо помогают пережить этот урон. Ну и все, здесь будет бой точно такой же, все это время ничего не меняется, клипы выходят, ты их убиваешь, и главное соблюдать ротацию ульты Хекса и Филина, в случае чего, чтобы они как минимум по очереди вносили какой-то огромный урон в одну цель, потому что если вдруг что, то один такой гопник может спокойно пробить нашего танка. Погнали дальше. И вот следующий бой. Здесь у нас уже есть алые стражи, которые подкрутили свою хпшку посильнее. Поехали. Что мы делаем? Конечно же, у нас есть один вход в наш портал, ставим Хардса к нему. Хардс танк, Хардс должен жить. Ставим к нему же еще и хила. Ну и опять-таки, пока эти медленные гопники, вот эти вот товарищи не получили урон, они прутся очень медленно. Потом этот доспех начинает ускоряться, как только у него что-нибудь прилетит. Поэтому расставляем наших героев так, чтобы они их атаковали, ну, чуть-чуть попозже, чтобы успела ульта подзарядиться и что-то случилось хорошее. Например, накопился монетки на выставление других героев. Почему бы и да. Ставится Филин у меня сюда. Хек ставится пониже, к танку поближе. Ну и сейчас будет самое жопе, потому что у нас скоро полетят эти самые алые стражи, которые увеличены по здоровью и достаточно мерзко и неприятно делают плитки, которые наносят урон статичный всем нашим героям, которые стоят на этих плитках. Здесь мы успешно разбираем тяжа. Как видите, вот по Хардсу прилетела почти на фулочку. Благо успел сработать ульта. Включаем Филина. Здесь мы убиваем хилов вражеских. Ну и подставляю хила, чтобы в случае чего ребятки жили, но это все-таки ненадолго. И вот подходит у нас еще парочку жирненьких. Тут начинает работать Филин уже неплохо. Подтыкаю Мориган, чтобы она там тоже что-то подсасывала, но на самом деле от Мориган здесь вообще мало толку. И вот полетели наши летчики, залетчики, которые будут привносить нам боль и страдания для нашей команды.
И вот мы начинаем разматывать жирненького. Ультим Хасу, чтобы забрать хотя бы одного. Видим, что уже появились красные клеточки, которые отжирают хпшки наших героев. У меня сразу отъехал Филин. У меня почти что отъехала мерзость. Кстати, как видели, стоял Хардс и прилетела и по Хардсу, и мерзость сразу ушел в неуяз, потому что у него хпшечка упала. Но пока что у нас жирненьких не предвидится. Сейчас будут просто лететь эти вот товарищи. Пока что Элавин выхиливает это все дело. Но это ненадолго. Ульт Хасу, чтобы забрать хоть чуть-чуть за собой, потому что на этих плитках устоять уже невозможно будет. Очень много и очень часто прилетают урона. Хил не справляется, и сейчас они все уже успешно отъезжают. Хил даже себя не выхиливает, поэтому я ее просто отзываю. Очень мешает этот вот забор, это вот, что это, вот балкончик. Не видно наших персов. Но я думаю, разрабы это все подправят. Все, начинаем работать. Хекс, Мориган пошли. На Хекса прилетает плитка, но так как у нас Хекс один получает дамаг всего от этого чудовищного счастья, то вода его совершенно спокойно выхиливает. Если бы здесь было уже несколько плиток, то было бы грустно. Вот у нас уже отъехал в мир иной мерзость, потому что прилетела по Хардсу, и мерзость на сдачу отправили на скамеечку запасных. Ждем, пока зарядится хоть чуть-чуть Филин, и главное убить этих вот ребят, которые начинают лечить. Поэтому не забываем Хардс ульту. И вот по Хардсу снова почти что больно прилетает. Благо он был под щитом. И вот все, Хардс лег. Но ребята его дожгли, допинали. Поэтому чуть-чуть попроще стало. Сейчас же еще зарядится и Хекс. Поэтому будет все не так грустно, но все равно эта вот проходка без неуяза очень так на тоненького. Поэтому из танков я бы рекомендовал здесь взять какого-нибудь барона, который может вешать на себя статично щит очень часто, потому что 400 ярости это все-таки 400 ярости. Ну и какого-нибудь Регулуса, который тоже включает неуяз. Ну, а на этом погнали сразу в следующий бой, потому что сейчас мы уже допинаем этого товарища, и здесь ничего не изменится. Откатится Хардс, мы его поставим. Эти ребята тоже будут спасаться, выживать и убивать летящих. Поэтому ничего нового здесь уже не будет. Следующий наш бой — это бой за алмазики и золотишко. Здесь тоже ничего сложного. Нам нужен масс-урон. Для этого у меня есть Цербер, для этого у меня есть Мориган Хаймет. Ну и милишники в виде мерзости, Зелиты и Выса совершенно спокойно держат на себе крипов, которые не успевают умереть во время использования способностей моих магов. Здесь все просто, легко и понятно. Ну и, конечно же, куда здесь без Цербера, который мой, наверное, самый лучший масс-уронщик для огромной толпы крипов, потому что недавно проходил 1.21, он всего лишь 2 раза зашел на поле боя к крипам, и второй по общему итогу урона. Также хочу напомнить, что в группе телеграм-канала Watchers of Realms будет проходить скоро розыгрыш 10 тысяч виртуальной голды, которые упадут на ваш счет игрового аккаунта. Главное, нужно будет подписанным на саму группу. Поэтому вступайте, подписывайтесь, следите новостями и ждите, совсем чуть-чуть осталось до старта розыгрыша. Ну, а мы продолжаем. У нас осталась последняя волна жирненьких крипов, которые совершенно спокойно сейчас будут умирать, потому что все милишники их совершенно спокойно держат. Крипы не наносят очень много урона, они просто берут своей толпой, массовостью, но тут уже нет никаких проблем. Они все очень дружно и весело умирают. Поэтому идем в следующий бой. И наш предпоследний бой. Наносимый урон хранителем книг повышается на 30%. А хранитель книг — это тот самый волшебник, который очень больно, очень сильно бьет. И наши персы спешно отъезжают, потому что он еще имеет и масс-атаку. Ну, погнали. И начинается бой. Первый ставится опять тяж, в надежде, что он сможет здесь выживать и что-то делать полезное для команды, а не просто бесславно помереть. Потом под него ставится хил, чтобы это все дело поддерживать в каких-то более-менее вменяемых состояниях. Потом ставлю Филина, чтобы он быстрее заряжался, пока у нас медленно, не торопясь, волочится Жиробас. Как только набегает монетка, я выставляю Хекса. Хекс начинает раздамаживать по жирненькому. И ждем, пока зарядится Хекс. Но главное успеть поставить щит у Хардса, чтобы Хардс не отъехал очень уж быстро. И теперь ульт Хекса ставим возле хила Хасу, чтобы она разваливала этих хранителей книг, которые очень больно бьют. И вот у нас ситуация, у нас отъехал танк очень быстро, очень неудачно. И только ульт Хасы помог нам это все дело пережить. Ульт Филина, потому что у Филина во время ульты дополнительные клетки по бокам появляются, за счет чего он совершенно спокойно может наваливать по этим хранителям книг и успешно их убивать. Также
хорошо идет убийство именно жирненьких. Танка нет, но мы справляемся, мы держимся как можем. Сейчас у нас будут выходить с левой стороны скоро еще и летающие крипы, и хилы, которые будут держать вражеских големов в состоянии хпшек полных, поэтому надо их тоже будет убивать. Благо для этого и Филин, и Хекс у меня есть, и они справятся с этим заданием вполне себе хорошо. Элевин подхиливает успешно и Филина и Хекса. У нас возродился Хартс, мы его снова поставили. И сейчас хранители книг, которые будут выходить, они будут бить не по Филину, а по Хартсу, потому что для них он ближе. И вот самое веселое начинается. У нас появляются летающие алые стражи, которые создают, напомню, клетки, которые будут систематически наносить урон. Поэтому нам их нужно будет успешно начинать убивать. Как видите, вот по Хартсу начинает прилетать от хранителей книг, но под водяным он совершенно спокойно живет. И тут мне приходится уже ультить Хамметом, но Хаммету осталось все равно недолго, потому что не выживет товарищ в этом противостоянии. Но хотя бы нанести какой-то урон он смог. Ну а дальше будет проще. Дальше появляется Хасу, откатилась после убийства от хранителя книг и начинает разносить летающих. Филин с Хексом спокойно разматывают товарища, который идет в доспех. И очень даже неплохо это у них получается. Плюс Хекс под ультой наносит очень много урона. Как видите, вот по пол хп снимает, что не может не радовать. Ну и сейчас нам нужно добить просто чуть-чуть капельку небольшую летающих гопников, и в принципе все у нас будет хорошо. У нас готовы выйти сбоку уже опять хранители книг. Филин заряжен, Филин готов, поэтому как только они доходят до зоны увеличения его атаки во время ульты, мы включаем ульту, и он пошел разваливать спокойно этих хранителей. И мы успешно соблюдаем и ротацию ульты Филина Хекса, потому что маг уроны по доспехам проходит очень хорошо, очень приятно, в отличие от физурона. Хотя тот же Сайлос по ним наваливает, но от души. Но Сайлос игнорит деф. Здесь я протупил, здесь надо было Хекса включать чуть-чуть попозже, но уже что сделано, то сделано. И в принципе у нас осталось совсем чуть-чуть времени, всего лишь пару крипов, поэтому здесь в принципе, я думаю, будет все понятно. И впереди у нас будет финальный бой, для которого я снял отдельное видео с объяснениями, прохождениями. На этом все, с вами был Сварог, всем благословенного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!